и хранилище не добито сверху, и не добив ничего нет. Хранилище, ну ладно, тут добив полно всего. Что? Что это сейчас было? Всем привет, ребят! И стартовала у нас военная лига. Будет 7 раундов, 7 роликов будет на канале. С каждого раунда по одному ролику я запишу. Что по лиге у нас? Играем мы в первом чемпионе. Из интересного новой лиги ввели Титан и легендарная лига. Поэтому наша цель, конечно же, подниматься по лигам выше, покуда сможем подняться. Из хороших новостей это то, что первые 4 места у нас поднимаются, все остальные... 8 место у нас понижается, и 3 клана остается в той же лиге. Поэтому подняться может быть достаточно просто, хотя не всегда может зависеть, все будет от группы. Группу вот, кстати, я показываю. В комментариях ребят писали, что попали с нами в одной лиге, поэтому поиграем, поэтому почему нет. Места для повышения, я думаю, что хватит всем. Что у нас будет по роликам? Я буду показывать свою атаку первую, буду ее записывать в онлайне сразу, и потом уже буду показывать, что у нас получается по лиге. Отметил я себе 10 номер для атаки. Вот такая вот база. Буду атаковать, давайте покажу сразу. У меня всадники на драконах с драконами, плюс дюк, принц, королева, хранитель. Вот такой вот состав. По банкам, ну, в принципе, все видно, да, вот вся армия здесь видна. Вот такая вот расстановка. Давайте сразу что хочу сделать. Дюка кину с левой стороны, пускай летит вправо через центр. В идеале, конечно, забрать монолит, этот источник лавы, башню возмездия, клановую крепость. Но посмотрим, как получится. Домики строитель, смотрите, они не достают до башни возмездия с клановой крепостью, поэтому сначала 2 тряса на эти здания, дальше 2 тряса где-то на лабораторию. Королеву с ледышкой я кину от пушкострельной башни, надо будет прицелиться где-то на серединке, вот где-то вот здесь аккуратненько. Ну, кину ледышку, сразу королеву, сразу прожму. И за королеву пойдет дюк уже напротив. В идеале, конечно, чтобы стрела пролетела четко через центр. Ну, почти она рядом возле центра будет лететь, ну, как получится. Ну, а дальше уже посмотрим, в какую сторону у меня полетит дюк. Вот, дюк, если летит кверху, то драконы у меня идут к низу. В одну сторону дюк, в другую сторону дракон. Вот такой вот план. Дальше уже будем смотреть. Плюс новая осадка у меня будет выкинута за всадниками. В принципе, вот такой вот план. Поэтому давайте, ребят, сразу идем в атаку. Начинаем с трясов и дальше уже посмотрим. Знаете, когда сопы выбили, блин, кучу трех, как-то даже волнительно. Хотя игра вроде стала... Ну, пока что чемпион он без модификаторов, поэтому должно быть просто. Но кто знает, даже на просто можно слить атаку как за здрасте. Поэтому тут надо делать все аккуратно. Посмотрим. Пошли в атаку. Армия проверена, герой усилен, армия усилена, все отлично. Так, как я и говорил. Начинаем с трясок. 2-2. Ледышку, кстати, на королеву я не взял, поэтому у меня королева без ледышки. Но стрела полетела прям шикарно. Просто шикарно улетела стрела. Дюк, я так понимаю, идет кверху, поэтому я сразу, не дожидаясь, пока там у меня откинется королева, закидываю всадников с... Ну, королева все равно, кстати, помрет. Королева у меня наверх пошла. Да. Так, осадку закидываем. Пару шариков пока попридержу. Пригодятся, я думаю. Тотемчики. Давайте, наверное, тут один тотемчик. Пока что. И я бы поражал деда. Вот так. И посмотрим, что будет. Пока все хорошо. Пока реально все хорошо. Я, кстати, хотел сказать перед началом атаки, что это драконов наварил. Здесь на базе очень много, очень много. Все арбалеты, короче, стояли в наземном режиме. Поэтому я решил, что, ну, логично будет наварить в наземном режиме воздушную армию, почему бы и нет. Взял с собой разрастание, но взял я вот так, знаете, на всякий случай, типа вдруг это... А вдруг я не смогу стрелой забрать центр? Знаете, бывает такое, что ты кидаешь стрелу, она летит никуда надо, короче, и у тебя все получается боком. Поэтому, чтобы направить армию, взял с собой разрастание. Но, как видите, оно не понадобилось. Единственное, что ратушу еще не забрали. Но у меня есть добив, есть шарики, давайте тоже их выкину сразу. Есть ресалка на дюка. Можно было бы даже... блин, страж-то не... это хорошо. Хорошо, что время есть. Страж-то разрастанием не забирается. Надо было просто яд на него кинуть или мороз. Ну ладно. Как бы все отлично. Прожатие этого еще было. Как его... Принца. Плюс некоторый добив. Но
все отлично. Ждем, пока закончится разрастание. Очень сильно я сейчас тупанул с этим разрастанием. Просто трэш какой-то. Ну ладно. Было бы, знаете, как было бы меньше времени, можно было бы зафейлить атаку просто из-за банки по какой-то своей тупости. Ну, я как сказал, знаете, чем больше трошек выбили соперники, тем волнительнее делать атаку. Но прошла так хорошо, поэтому поэтому ждем, пока будут нападать наши соперники, посмотрим, что они у нас повыбивают. И, ребят, атаки у нас еще есть в онлайне. Что я говорил, соперники выбили 44 звезды из 45. У нас пока что еще ни одного слива нет, поэтому, ну, все впереди, конечно же, да, сливы могут быть прям легко, но тут как получится. По атаке, что здесь у нас? Дед с лисой, с фаером, забрал клановую крепость, башню возмездия, пушкострельную, еще что-то, плюс дед присоединился к драконам, дед еще и на воздух стоит, отлично. Тряски, королева со стрелой, дюк, жесть, центр вынесли, левую часть базы вынесли. Слушайте, как нормально так повыносили. Плюс новая осадка, не помню, как она называется, привыкну. Пока что не часто пользуюсь, фиг его вспомнишь. Но вообще пока неплохо. Плюс королева с правой стороны с хилочками. Там парочка хилок с умений осталось, плюс пара своих. Нормально лечат. Для дюка есть ресалка. Плюс еще 3 этих. И чемпион. Кстати, еще чемпион снизу пошел. Фен не забрал, но хотя бы дюка, может, покоцает. Ну, знаете как, заходит пока очень хорошо даже. Ресалка на дюка есть, если что. Дюк, он говорил за троих. Если резать из героев на добив базы, то, конечно же, дюка, он реально как и дамажит, и здоровье у него там с троих, поэтому отлично все. Слушайте, прям хорошо зашла атака. Во-первых, быстро, 1,5 минуты на базу ушло, и с запасом, прям с нормальным таким запасом, потому что и драконы живые, и шары живые, и хранилище не добито сверху, и на добив ничего нет. Хранилище, ну ладно, на добив полно всего. Что? Что это сейчас было? Я не знаю, это сдались или это глюк игры был? 7 номер били. Треха. Трэш какой-то. Это баги, короче, в игре, потому что я выбил сегодня тоже, кстати, треху. Но если посмотреть мой повтор, то у меня атака на 99. Реально баги какие-то. Не знаю, странно, конечно. Посмотрим, как эта игра все засчитает в конце раундов, но очень странно. Так, следующий, ребят, атака. Походу, в начало не успел. Или успел? Нет, не успел в самое начало. Ждал ее и пропустил. Ну, что здесь было? Вначале деда закинули на башню заклинаний, забрали вот левую ячейку. Дюк, кстати, неплохо пролетел, клановую крепость вынес. И королева со стрелой, и король еще внизу. С чем король у нас? С лошадкой, с перчаткой. Нижнюю сторону полностью все заберут. Еще и осадка внизу. Банок почти не осталось. Хотя, ну как сказать, почти не осталось. Есть еще банки. Инвиз, походу, на хранителя. Плюс ресалка для дюка. Герои сверху живут пока. Ладно, один дюк сверху живет. Королева внизу. Плюс супершарики на подчистку. В принципе, пока все достаточно неплохо. В армии 17 супершаров, 17 штук невысаженных, поэтому, ну, думаю, треха будет. Инвиз на королеву. Ее там, по идее... Ну, у королевы гигант был, поэтому у нее там саманхил есть. И она сейчас еще немного подлечится. Главное, чтобы на эту бомбу не наступила. Дюк сверху. Хранитель короля добил. И супершары, и их еще прилично, кстати. Плюс ресалка на дюка. Думаю, трех будет все-таки. Что еще осталось? Королева. Кучка шариков, прям такая солидная кучка. И еще одна трех. Ну, на этот раз без багов. Кстати, в предыдущей атаке это реально был баг, потому что атака-то 3 минуты длится, а на повторе она длилась там что-то около 2, поэтому забагалась игра, поэтому показала 99. Как-то так получилось. Но вообще хорошо пока получается. Что у нас? 5 атак еще осталось. Посмотрим, что получится у ребят добить. Надеюсь, что все будет отлично. Так, ребят, очередная треха. Очередная треха. Что здесь?
Инвиз, дед прожатия. В Теслу не забрали клановую крепость, потому что Тесла вылезла. Неприятно, неожиданно. Я так, ну, клановую крепость забрать хотели. А дед вообще с печками? С печками. Интересно. Посмотрим сейчас, что выйдет из этого. Так, тряски. Плюс дюк. И стрелой не попали в башню возмездия. Но ее никто не лечит. Хотя строитель может подлечить, но пока он занят своим домиком. Не знаю, что тут может получиться из этого начала, пока не самое удачное. Король ушел наверх. Башня возмездия, конечно, дамажит, и некому ее добить, если уж на то пошло. Печек внизу много, что-то внизу армии вообще нет. Просто никого. Вся армия ушла наверх. Вообще вся-вся. Короче, походу будет однуха, прям конкретная такая. И это уже будет вряд ли победа, потому что однушка это серьезно. Все герои мертвые. Одна ресалка есть, но она не поможет. Да, все печки внизу. Что печки вообще дамажат? Клановая крепость. С дедом получилось очень неудачно. И даже некого из героев тут резнуть. Ну, блин. +60. А дюка резнули сверху, но там чисто проценты набить. Да и все. И то, кстати, соперники выбили-то 90+. Поэтому. Ну, а слушайте, печки ратушу добрали. Огонь. Но там все равно не хватит процентов, потому что. Ну, потому что. Следующая атака. Смотрим на 13 номер по атаке драконы. Драконы тотемы, дюк, тряски, что еще? Да и все вроде. Всадники и драконы. Так, тряски по центру, дюк с верхней стороны полетел и королева со стрелой снизу. Забрали прям жирный кусок базы, клановую крепость, башню возмездия, там сверху что-то стояло, снизу швырятель забрали, прям ну много забрали. Арбалеты на базе стоят на землю, поэтому, собственно, и драконы, потому что и ПВОшки там повыносили, и наземные арбалеты драконам как бы не сильно мешают. Так, прожатие хранителя, с чем хранитель? Хил и хил и инвиз у хранителя, поэтому отлично. Плюс ресалка есть для этого, для дюка. Королева там сверху, с королем вроде. С королем, да, с королем топчется там сверху, подчищает пока. Ну, пока все хорошо идет. Смотрим, что там в клановой крепости выйдет. Но пока надо драконом дочистить правую сторону. Я думаю, что дюк там сам вроде неплохо справляется по левой. У него еще есть это его умение после смерти. Там немного урона нанесет. Ну, как немного. Там 1003 вроде как. И потом... Так. И потом его еще можно будет резнуть, поэтому вообще будет хорошо. Минута времени. Даже больше, полторы там. Поэтому тут трешка, да. Тут трешка, но, к сожалению, одну-двух уже выбили, поэтому по процентам не догоняем тут соперников, поэтому в этом раунде поражение будет. Начинаем первый раунд, что 94 опять. Первый раунд начинаем с этого. Жесть, как так? 91 раунд с поражением мы начинаем, но я думаю ничего страшного, потому что клан нам попался прям конкретно сильный. Следующая атака, что-то вебка моя сдохла. Что здесь у нас? Тоже драконы с этими. Драконы с дюком. Верхняя часть подчищается, королева будет прожиматься в пушку и должна будет пролететь прямо через весь центр базы, плюс дюк снизу вынесли жирный, просто жирнющий кусок базы вынесли эти стрела и дюк. Хорошо.
Так, дальше что у нас? Драконы по левой части базы вниз, эти печки не мешают им, огнепушки. И королева с этим с гигантом правую сторону подчищает, все это движется в сторону ратуши. Ну, тут видите, как арбалеты на землю стоят, центра нет. Все хорошо, прям повыносили, потом тут треха будет. Тут уже видно, что треха. Единственное, что сейчас игра мне скажет бах и это... И опять покажет двушку в результате. Как до этого. Вот 2 раза показывала двуху, хотя на самом-то деле трехи убивали. Я думаю, что у многих такие лаги, и их починят после обновок, после последней обновы, такие вот глюки. Но починят, все будет нормально. Главное, чтобы результаты в итоге показывались правильные, без вот этих вот двушек ненужных. Так. Интересно, слитую атаку не хотят они нам пересчитать и показать, что она тоже на трешку выбита. Тут еще одна атака. Что-то я втыкаю, сижу. Тряски, прожатие хранителя, клановую крепость забрали и забрали сразу деда. В принципе, отлично. Пытался камеру включить, но что-то не хочет она у меня. Сверху хандюк, снизу королева. А что у королевы было? А у королевы не было стрелы. У королевы были хилки плюс гигант. Это тоже косяк, но посмотрим, как с этим справиться. Так, что вообще, что у нас дальше? Королева в левую сторону прошла с дюком, плюс метатели. Я думаю, что должна зайти атака. А ратушу есть вообще кому ее добить? Ну, если стража кто-то ушатает, то ратушу будет кому добить. Плюс... нету ресалок для дюка. Что это за... Как-то невнимательно, знаете, как на армию смотрели. Потому что не ресалок для дюка. Хотя не знаю, должны были быть они там или нет. Но вот то, что не было стрелы королевы, это прям недочет. Причем такой, знаете, конкретный такой недочет. Да, метатели заберут ратушу. Двуха, вероятно, будет. Двуха, вероятно. Двуха уже есть. Да, но насчет трешки посмотрим. Эти метатели не такие, они местами непредсказуемы. Иногда кажется, что вот-вот слили атаку, а потом гоп и треха. Но, наверное, не в этом случае, да? Потому что... Хотя есть еще тотемчик. Супер Йети с хилками. Тотемчик. Инвиз. Да, тотем кинули. Инвиз и хранитель. Плюс минута времени. Блин, даже не знаю. Прям такая напряженная атака. С учетом того, что в начале не все было, не все пошло по плану. При этом выбили треху, жесть. Я думаю, что когда повыше поднимемся в лиге, а, именно в лигу, там, где есть моды, там уже будет не так просто играть, и сливов будет сильно больше, и с нашей стороны, я думаю, будет сильно больше сливов, и со стороны соперников. Осталась одна атака от нас, 41-44. Я думаю, что даже если мы выбьем треху, то вероятнее всего будет поражение, потому что у нас набито меньше процентов. Но сейчас посмотрим. Закончился у нас первый раунд 44-44, ничья. Смотрите, какой у меня тип тут. Сейчас, секунду. Сейчас вернемся к игре. Сейчас покажу. Сейчас покажу. Смотрите, какой у меня тут чувак сидит. Помогает нам задротить в клэш. Никто с ним не играется. Короче, ему скучно. Он тут на балконе у нас тусит один. Да, Максик? Скажи, иди играйся в свою игру. Не трожь меня. Короче, весело коту. Правда, за балконом там ничего интересного. Ну, как-то так. На чем мы тут остановились? 44-44, первый раунд. Проиграли мы по процентам. Сразу с первого раунда нам попался таки серьезный клан. Ну, короче, как есть. Играли вообще очень хорошо, мне все нравится. 77 выбились, нас выбили 96, поэтому, ну, короче, так оно и получилось. Второй раунд, он уже идет. С нашей стороны во втором раунде уже однуху зафигачили. Короче, нам везет по соперникам, и соперники у нас, что в первом раунде, что во втором, в принципе, серьезные.
Давайте покажу, что вышло по табличке. Вот, кстати, очень прям жирно все играют. Первый раунд один клан Total выбил, все остальные там 43-44. И вот ребята, кстати, вот клан 30, какой там уровень 37, это они писали мне в ютубчике, что против с нами в одной группе попались, но как-то в первом раунде сам меньше всех набрали. В принципе, как-то так. Второй раунд он уже идет, все буду показывать постепенно. Второй раунд будет в следующем ролике, ровно как и в первом. Что у нас вообще было по дефу? Сопы серьезные, играли всем подряд. Давайте покажу деф на первый наш номер. Чем сломали корни плюс вальки. Дима, короче, качался, фармил, старался, все выкачал из дефа, вообще все. Все суперзаряды, даже стража он докачал до фула первого, пятого уровня. Но, блин, вообще ничего не помогло. Как бы, короче, знаете, пока лига у нас без модов, это все-таки не легенда, и моды появятся только во втором Титане, то будет вот такая игра. Качайся, не качайся, все равно будет выносить. Мне кажется, что деф начнет работать уже, когда появятся моды. Ну, либо в легенде, да, там вторая, ну, короче, либо в легенде по кубковой вот, либо уже в лиге, если то это Титан, наверное, там, где будут моды. Потому что без модов все выносится как за здрасте. Знаете, этот страж тоже новый. Вроде как прикольно, сейчас будет видно. Нового стража дали, по идее он должен быть сильный, все дела. И тут же вместе с новым стражем нам дают фишку, что яд на страже действует, и он становится... Сейчас на него яд закинут, он становится просто тормоз, знаете, не просто тормоз, а конкретно такой тормознутый тормоз. Вот. Короче, ну как-то так. Знаете, тут сломали базу, там не за с куча времени в запасе, вот, на страже закинули яд, короче. И вроде новый страж, и вроде он сильный, но он с этим ядом, короче, он пока подумает, его ушатает. Пару бревнышек кинул, как бы, ну, такое. Медленно, очень медленно стреляет, непонятно, он не может понять еще, в кому там целится. Короче. Короче, что говорить-то? Сделали игру, прям вообще и ушатали. Просто раньше, когда играл, ну не было такого, чтобы мы играли где-то в лиге, и чтобы ребята лупили по 40 плюс звезд, там тоталы, что били. Ну блин, раньше реально, когда вводили только лигу, такого не было. Ну, мы по 3-4 трехи тогда, помню, выбивали за раунд и занимали первые места. Сейчас 15 трех, и то не факт, что ты 14, да, там из 14 из 15 трех, и далеко не факт, что ты там вообще в топе окажешься вот с таким вот результатом, поэтому игру как-то ушатали вообще в конец. И пофигу на прокачку, как вы видите, да, фуловая база, не фуловая, расстановки меня не меняющие, все до одного места, все ломается как за здрасте. Вот в этом моменте, конечно, все пока что, не знаю, очень непродуманно, что ли, со стороны разраба. С другой стороны, играть легко, но ну и ломает легко. Короче, мой монстр пошел хавать теперь. Сначала на балконе лежал, теперь пошел хавать. Ладно. Так, давайте... Что давайте? Второй раунд. Второй раунд у нас будет, ребят, во втором ролике. На этом ролик заканчиваю. Спасибо всем, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ждите второй ролик, он обязательно будет. Всем пока.